Здорово, танкисты! Всем привет! С вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Lesta Games. Сегодня у нас на обзоре ПТ-САУ шведская, прем ПТ-САУ 8 левела, всем известная СТРВ С1. Да-да. Вот этот вот стреляющий куст. Вот. Насколько хороша эта ПТшка, мы сегодня все разберем. Но прежде чем продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео, подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами передаем слово Петровичу. Итак, танкисты, у нас Collision модель бронирования наш ПТ-САУ СТРВ-С1. Ну и давайте разбираться. Вот единственное, здесь надо самому выставлять ее, скажем так, в осадном режиме, и она где-то вот будет вот так вот видеться. Сейчас. Вот так. Да. Да. Или нет. Ну, в любом случае, это кусок дерьма. Уж простите меня. Да, значит, смотрим. 30 миллиметров бронеплита верхняя. О чем нам это говорит? А о том, что вот видите, это приведенка вот такая. И, соответственно, эта ПТшка пробивается и тяжелыми танками, и СТшками. Плюс у нас такой вот еще замечательный люк 17 миллиметров. Если единственное, она вот так вот будет задирать, да даже все равно пробивается. В осадном режиме 100%, без осадного режима, если будет вот качаться, еще чего-то, да нет, тоже пробивается. Касаемо в осадном режиме НЛД, то же самое, все пробивается. Ну, боковое бронирование у нас мало интересует, потому что у нас углов горизонтальной наводки нету. Поэтому это кусок лютого дерьма. Если вас заметили, или ваша команда проигрывает, на вас едут, вы ничего не затанкуете, вас по-любому пробьют. По орудию. У нас ПТшка 8 левела, но пушечка стоит, господа, от 10. И это вот одно из преимуществ этой ПТ-САУ. Бронепробитие у нас 288 на основном снаряде, 330 на голде, 53 на фугасе. Альфа 390, 480 на фугасе. Пушка заряжается на стоке 10,2 секунды. ДПМ 2300. Точность не самая лучшая для засадных ПТ-САУ 0,4. Да, это на стоке, но это все равно 0,4. И не самое лучшее время сведения 3 секунды. По полевой модернизации во втором слоте я рекомендую вообще ничего не качать. В четвертом слоте отстройку параллакса. В пятом слоте штанговый перископ. В шестом слоте берем обзор. По оборудованию. Здесь есть, по сути, два варианта сборки. Вот все я поставил сейчас на пушку, но на отстрел. Это улучшенный прицел, вентилятор и досел. Но ПТшка слеповатая. И, соответственно, полно турбо-боев сейчас, турбо-сливов, да. И вы очень часто будете оставаться там, играя в кустах на этой ПТшке, чуть ли не один там против всех. И, соответственно, играя на такой сборке, вас пересветят. Да, вы незаметны. Но хотелось бы начинать все-таки стрелять по врагам, заранее их увидеть, еще издалека. Поэтому, возможно, здесь поставить, например, вместо того же самого вентилятора стереотрубы. По снарядам. Здесь основной снаряд подкалиберный и голдовый тоже подкалиберный. Разница у нас только в бронепробитии. Скорость полета снаряда, кстати, на основном. Даже быстрее, чем на голдовом. 1450 против 1400 на голдовом. Осколочный фугасный летит очень медленно. 650, так что про них вообще лучше забыть. По снаряжению. Ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Я пихнул доп. Паёк. У нас 3 члена экипажа. Перки видите перед собой в табличке. Да. По плюсам-минусам этой ПТшки. По сути, сплошные минусы, за исключением только, вот сразу откроем, это незаметность. Да. У нас хорошая незаметность 52%, ребят. Ну, это же жир. Дальше у нас хорошая скорость полета снарядов, да, что на голде, что на основном. В принципе, отличное бронепробитие. Но, да, у нас есть УВН, пневмоподвеска, все такое. Но, при всем при этом, не самое лучшее время сведения 2.67. У нас, в принципе, точность неплохая, а вот сведение такое. Скорострельность. У нас, значит, пушечка заряжается 8 секунд при альфе в 390, и это, в принципе, зергут. Но сводится пушка очень долго. Очень. И опять же, это снаряды подколы, которые я терпеть не могу. По ХП у нас косарь, это очень мало, а учитывая нашу броню, это реально мало.
По мобильности 50 вперед, 45 назад. У нас 16 лошадей на тонн, удельной мощности. Реально комфортно что вперед, что назад. Но это особенность, собственно, всех ПТ-шек Швеции. Незаметность я уже сказал. По обзору 44 метра, естественно, ну, слепые, да. Поставим стереотрубы, будет 500, там плюс. Поэтому думайте, что вам лучше зайдет. Я предлагаю прокатиться боек вот на таком оборудовании. Отправляемся. Так, господа, обзор боем с ТРВ-С1. Прем ПТ-САУ шведская 8-го левела. Да, надо бы навести тут Огнунг. Порядок. Свой Так. порядок. Ну что, занимаем позицию скрытную. Будем надеяться, тяжелые танки у них поедут вперед. У нас хорошая незаметность, естественно. Непонятно, гору мы, наверное, просрем. Получай. Так, дом этот не рушится. Ух, тут сколько этих товарищей. Пробитие! Пробитие. Еще пробитие. Не, ну... В цифрах, конечно, может, точность и не такая уникальная, но снаряды тут знатно идут в цель. Так. Вот. ВКху подранили. Так, ну наши вроде гору взяли. Что не может не радовать. Ну, полторах пока дали. Вот если враги не будут давить, мы нифига не настреляем. Это уже проверено, перепроверено. Давит наши 9-2. Надо ехать вперед. К сожалению. Потому что, ну, если мы останемся на месте, мы реально ничего не настреляем. А ехать вперед, в кавычках, с нашей броней... Подсветили хотя бы. Такая у нас замечательная подвижность. Забрали. Он надолго это запомнит. Уедет. Да, уехал. Вот такая вот
В осадном режиме, ну, 2300 дали. Крутые мы, да. Интересный, да, ребят, геймплей? В атаке на СТРВ. Смешно даже. Не можем останавливаться. Надо вперед фигачить. Опа, а что-то подвисает. А он уезжает. На прогу едет. Под все стволы от нас. А он уедет сейчас. Ребята, он уехал. Почти. Отличный выбор. Фу-фу-фу. Так, мы 2600, 2700, 2800 суммы. Сойдет. Хорошая ли эта штука, ПТшка? Я всегда говорил, что СТРВ-С1 кусок дерьма. В первую очередь потому, что в отличие от девятки прокачиваем и десятки прокачиваем СТРВ-103.0 и 103Б, у нас очень слабая приведенная броня. И нас порой не только простреливают спокойно в осадном режиме тяжелые танки, но и обычные СТшки нам очень даже весело накидывают. Ладно, что у нас по итогам? Заняли почетное 4-е место и только потому, что поехали вперед. Если бы дальше охраняли базу, естественно, ничего бы не настреляли. А атаковать на СТРВ-С1 еще то удовольствие. Переходя, постоянно выходить там в осадный режим, чтобы пострелять. Ну, короче, не знаю, мне этот тип ПТшка вообще не очень-то нравится. По 5-бальной системе 4 с минусом, 3 с плюсом, возможно, даже ближе к 3. Моя оценка по 5-бальной системе. Ребята, у кого есть СТРВ-С1, для пацанов, которые только сейчас думают приобретать, возможно, эту машину, напишите комментарии под видео, что вы думаете об этой ПТшке. Как по мне, кусок дерьма лютого. Вот, да. Ставьте лукасы, подписывайтесь на канал, а я говорю до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.